Дорогие друзья, всем привет! Сегодня мы приехали в гости к нашим клиентам и уже друзьям, компании, которые занимаются добычей торфа в Нижегородской области. У ребят большой парк своей техники, плюс они каждый год пополняют свой парк новыми единицами, самоходной, а также прицепной техникой. Мы стараемся пару раз за рабочий сезон приезжать к ребятам и показывать вам интересные машины, которые они восстановили и запустили в работу. Сегодня мы приехали к ребятам с подарком. Это у нас антифриз Coolstream Premium от компании Техноформ. Данный антифриз отлично себя зарекомендовал для высоконагруженных двигателей. И при выборе антифриза очень важно учитывать те моменты, что антифриз должен не только хорошо охлаждать, защищать систему охлаждения двигателя от коррозии, а также должен обладать антикавитационными качествами. Многие производители лукавят и заявляют данные свойства, но по факту используют дешевые составы, которые не справляются со своей работой в вопросе кавитации и высокой нагрузки. Свойства указаны только для галочки на этикетке. Мы рекомендуем вам выбирать хорошие профессиональные технические жидкости. Coolstream Premium подходит как для серьезной техники, в том числе для двигателей с мокрыми гильзами, так и для легковых автомобилей. Антифриз Coolstream от компании Техноформ имеет очень широкую линейку, поэтому вы без труда подберете охлаждающую жидкость для своего железного коня. Ребят, всем привет! Сегодня мы приехали к нашим товарищам на предприятие по добыче торфа. Покажем немного их техники, благо парк у них большой и интересный. Здесь мы уже были, мы стараемся проезжать к ребятам несколько раз за рабочий сезон. Это у них летний период, зимний период они ремонтируют технику, восстанавливают. Ну и в общем приводят все в порядок. За рабочий сезон мы стараемся к ребятам несколько раз приезжать. Показать, что у них нового появилось в парке. Для тех, кто смотрит этот ролик первый раз, хотим вам сказать, что у нас есть два интересных сюжета. Ссылки на них мы закрепим и посмотрите, где данная техника в работе. Итак, что мы видим? У ребят 12-очка на спарках, 20-очка на спарках. От оператора данного трактора услышали позитивные отзывы. Говорит, нравится, хороший трактор, будет на нем работать далее. Также у нас есть ДТ-шечки. Вот они вдалеке, но там сейчас люди работают, не будем их отвлекать. Найдем другую и покажем ДТшку, потому что они все тут одинаковые. У ребят очень много ДТшек. Амкадор на обслуживание. Водитель молодец. Воздуходувкой бензиновой всю кабину, фильтра, все. То есть тут было ТО и приводят в порядок кабину. Люблю, когда следят за чистотой техники. И снаружи, и внутри. Замена масла, замена фильтров только что прошла. Здесь у нас еще одна 12-шка на спарках. И тут ДТшечки на ремонте. Айвая, золотые гусеницы. Рабочая обстановочка. Здесь, кстати, у ребят интересная тема. Это как кондиционер советского образца. Туда мы заливаем воду холодную, и он оседает пыль там. И плюс кабину охлаждает в жаркое время. Это вообще у нас Волгарь 175. Тут с ним идет борьба. Интересно. Узнаю, что ремонтируют попозже у ребят. Это у нас уже идет помпа передвижная, 13 номер, предупреждение, видимо, было дело, поэтому решили написать. Это у нас идет помпа. Тут ребята разрабатывают себе водичку, шланги приспособили, вот такую клетку. И на вале отбора мощности у нас стоит насос водяной, сделан в России, 42 куба в час. Его производительность. Прекрасное решение, это пробка. И посмотрим вот тут вот. Через плиту вырезали газом, сделали плиту, ну молодцы. Ребят, тут рукаст плюс несколько выходов. На больших колесах, его мы уже показывали. Здесь у нас оборудование прицепное, которое помогает ребятам в их деле по добыче торфа. Это у нас подборщик пней советского еще образца. Здесь у нас колеса чуть-чуть оквадратились, но я думаю, ему это не мешает. Тянет его ДТшка, я думаю. И получается, насаживаются на иглы, накалываются бревна, они так называют, мусор, да, вот небольшой даже. Накалываются всякие поленья и закидываются в бункер. Хорошая зона здесь перекрытия у него. Здесь порядка, наверное, сейчас посчитаю, 2, 3, где-то по 2,5 метра. Один бункер, промежуточный каток. Честно скажу, как по-научному называется, не знаю, может быть, шильду найду и по шильде скажу, но рабочая зона у него отличная. И пару бункеров. Здесь у нас еще ДТХ. На всякий случай с собой шланг. Все правильно. О, нифига себе тут
новый генератор, новые патрубки и заботливо закрыта пробкой, бутылкой обрезанный глушитель. Так, нам сегодня была интересна вот эта машина, но она в процессе запуска, на еще технических доработках. Мы ее также показывали в наших предыдущих роликах, но тогда она была не работала, у ребят были только планы по тому, как ее наладить и поставить на линию. Уже тестовые запуски были. Эта машина 3 в одном, то есть суть и смысл ее в чем? В том, что она заглубляется, сейчас покажу сразу результат, достает пеньки, мусор, вот они, и они вот такие вот чистые, и она их может вот по этому транспортеру грузить, либо оставлять в себе. Но мне понравилось качество того, как сбивается вся земля, грязь, то есть вот это они ничем не обрабатывали, ничего, просто вот подсох он немножко здесь на солнышке, но в целом очень чисто. Мужчины здесь сейчас работают, и транспортерную ленту, вот эту, она постоянно слетает. То есть есть небольшой косяк, так как техника, видно, очень не новая, и она вся тут на заплатках, плюс ее везли, по-моему, разрезанной. То есть здесь уже в целом она собрана, осталось только немного допилить какие-то моменты. Тут вот новые элементы используют, стяжки вот такие, шланги новые. И-то, в общем-то, у нас мужчины сейчас заняты тем, что снимают вот этот транспортер и наладить его корректную работу. Здесь у нас еще ДТшка. Здесь их очень много, на самом деле, ДТшек. Итак, у нас есть трактор. Сейчас посмотрим, как он выглядит спереди. Вот такой монстр огромный. Он ранее был оборудован отвалом, лопатой, да, понятное дело, бульдозер. Видно вот эти пугеля. Здесь спереди вообще у нас оборудован гидромотор. А вон, ребята, сделали такую вот историю, шкиву, коленвала установили через карданный вал. Вот. Интересно, кстати, молодцы. Наш киф на коленвал, да, причем, наверное, туда уходит, но достаточно на тоненькой такой железочке у нас, получается, вывели вперед гидромотор. Это у нас ЧТЗ. Блин, огромный вообще монстр просто. Ширина у него гусеницы, примерно 20, 40, 60, 80. 80. Здесь стоит его брат, уже именно с лопатой спереди. В состоянии он немножко похуже. Немножко похуже у него состояние, но в целом тоже неплох. Красавчик. К этому вот руку приложили. Мы видим. Тут у нас топливное. Сейчас в кабину посмотрим, что тут. Это у нас получается гидробак, маслобак. Он у нас выходит с насоса. Это, судя по всему, обратка, так как она на хомутах. Подача у нас, скорее всего, вот на гайке. И подача у нас уходит назад. Посмотрим, куда подача идет. А подача идет сюда на распред. Все. И с распреда у нас уже, да, все уже пошел. Один шланг. Да, у нас вот подача. Вот у нас это идет обратка, видимо, слив, да. И получается одна секция только. И дальше все уже расходится тройниками и прочим. Так. Сейчас обойдем, залезем, заглянем в кабину. Это прям, покрашенный такой, красивенький, чистенький. Молодцы, ребята. Еще раз скажу, люблю, когда за техникой следят. Мотор давайте посмотрим, какой здесь. Тоже немаловажный такой огромный мотор. Такой маленький стартерочек. Спрошу, какой мотор у мужчин. К сожалению, не подготовился. Не знаю. Здесь у нас какая-то рубаха. Закрыли. Спрятали. Не будем лазить. Трактор все-таки не наш. И вот такая вот кабинка. Приборы, рычаги, скорости, плюс педали и для гусениц какую-то притормаживать. Здесь вот еще рычаг и инструмент. Внутри чисто. Здесь кондиционер на крышной прикрыли, ребята. Все, понял. Вот он, кондер. И сверху его закрыли на осенний период тряпкой. Так, давайте вернемся вот к этому выкорчевывателю. Штука интересная и мощная. Для чего она нужна? Простыми словами. Она нам нужна для того, чтобы она заглубляется в землю, достает пеньки, бревна, пеньки, вот такой вот мусор, который ребятам здесь не нужен. Это усложняет им задачу по добыче торфа. Проходит через несколько фаз грохотов, поступает туда в бункер и уже дальше грузится, идет в машину. Вон там, кстати, гидромотор тоже стоит. Это вот шланги туда идут все, и маслостанция для этого и нужна была. Здесь у нас огромный такой вот рука, то есть огромный редуктор с валоотбором мощности питается. Тут флянцы, все, да, все это понятно. И дальше идет привод. Здесь уже все закрыто. Сейчас попробую камеру засунуть, может, что увидим. Там цепи у нас до масла
больше нет ничего. Здесь тоже у нас цепной привод. И вот мужчины потихоньку снимают вот эту ленту конвейерную. Цилиндр таким мощнецкий. Но штука мощная, огромная. Не зря она зацеплена к такому же мощному трактору. Так, сейчас хочу показать вот здесь, как у нас все. Все вот эти грохоты и, вот так скажем, звездочки, они вращаются, стряхают мусор с поленьев. Самый плюс большой того, что эта штука вся она не встает. То есть у ребят есть разное оборудование, его много. И с какими-то у них возникает сложность, что при попадании больших пеньков, большого мусора вот этого, да, у них клинит и не встает. Но это оборудование советское. Мы знаем, что делали все тогда из металла, из хорошего, и конструктора грамотные, и делали все с запасом прочности и мощности многократным уж. Не могу точно сказать, но явно эксплуатационные характеристики превышали заявленные. У нас вот это все вращается. Одни вот это вообще у нас уходит в землю и крутится. Дальше идет уже, отряхает и идет далее. Сейчас я здесь залезу. Все, вот такой объем, такое количество мусора она собирает, выбирает, которое очень сильно мешает работе, так как здесь есть и достаточно большие очень палки и пеньки. Просто огромных размеров. Здесь ширина между гусеницами, наверное, порядка 3,5 метров, я думаю. Размеры просто впечатляют. ДТшка ее не утянет, понятно, поэтому используется более мощный носитель. Пней здесь огромное количество в земле. И когда идут торфяные фрезы и попадаются пни, то очень сильная вибрация. Трактор разворачивает вместе с навеской. Так, ну что, пойдемте далее. ДТшки, я думаю, я уж показывать не буду. Это классика, которую все любят, всем нравится. У многих дедушки, прадедушки, папы работали на ДТ-75. Трактор, конечно, вошел в историю не только нашу, но и за границей, и всего СНГ. Так, вот здесь у нас под ремонт стоит уменьшенная версия вот того, что мы сейчас с вами наблюдали. Там, кстати, вон караван стоит, к нему тоже подойдем попозже. Тоже интересный, вот в позатом году снимали его. Был разобранный. Вот на этой красоте у нас происходит заклинивание при попадании больших крупных пней. То есть она для этого не рассчитана. Также у нас есть вот ряд грохотов, которые крутятся. Сейчас даже попробую. Что-то провернул. Принцип действия такой же. Достается, отряхается. Здесь вот мы видим заклинивание последнего барабана. Хотя вроде нет. Достается, отряхается и по транспортеру уже грузится в прицеп. Та вещь у нас прицепная, это полностью самоходная. По поводу эксплуатации не знаю. Мне кажется, ее либо восстанавливают, либо еще не до конца восстановили. Так, это у нас вот 29-я МТПшка, 29А. 1985 год. Уже юбилей у нее в этом году. Сейчас посмотрим, как здесь оператор. Ну, здесь пока ничего нет. Вообще. Только крыша ржавая. Ну, так относительно тоже чисто. Инструмент присутствует. Значит, техника или в работе, или скоро в ней окажется. Так, это у нас тоже получается масло-бак. Здесь у нас моторчик с пускачом. Топливная система. Система охлаждения. Все в доступе. Вот, пожалуйста. Обслуживание не хочу. Щуп посмотрел. Масла мало. Пробку крутанул прямо отсюда. Слил, здесь открыл, залил. Топливку подкачать, что, ну, удобно. И все далее уже, да, у нас идет на гидравлику. Так как мы видим, что у нас ход у нее гидравлический. Потому что здесь стоит гидромотор, здесь стоит гидромотор. Ну и плюс всему остальному тоже надо работать на чем-то. И это работает на масле. Подтягивать каток и привод. Сверху вон гидромоторчик стоит. Такой же привод на конвейерную ленту. Кстати, вот стоят прицепы на ДТшках. Сейчас покажу. Вот такие прицепы ребята грузят мусор. У них увеличенные борта. Также таскают увеличенные борта и едет. Вот это у нас история. Либо вон та. И накидывают туда. Вдалеке вон колесный прицеп, но к нему уже не пойду. Так, ну что, пойдемте посмотрим сейчас караван. Караванивающая машина была разобрана. Мы видели, нам уже ребята присылали, как она работает. Мы ее сейчас живьем посмотрим. Много прицепного оборудования. Такие вот лопаточки. Если честно, помню, про них рассказывал, но немножко подзабыл, для чего они нужны. Так, караван тоже, конечно, внушает интерес, потому что такой он большой, интересная очень конструкция. Что у нас тут? Ленты, тормозные шланги. Да, пустая канистра, там, судя по всему, было масло. Вот такая вот история. Это у нас для того, чтобы создавать треугольники для хранения
торфа, скажем так, пирамиды. Может быть, я какие-то выражения некорректно относительно профессии подбираю, уж прошу меня простить. Выражаюсь так, как вижу и понимаю. Здесь также у нас гидравлическая система. Наверху идет гидравлический мотор. Регулировать угол у нас вот через блоки, через троса. Здесь особых изменений нет. Видим, да, новые шланги подачи обратки. Остальное, в принципе, все такое сварено, уже переварено, усилено. Но тут еще и вопрос транспортировки. То есть данные машины, где их находят, откуда вывозят, их просто нет возможности вывести целиком. И их приходится пилить, отпиливать, распиливать, разбирать, чтобы это все погрузиться могло на фуру хотя бы и не нарушало законодательство, да, по перевозке. Вот эта рама у ребят полностью новая. Они ее сами сварили. Значит, старая была. Либо ее не было, либо она не было смысла ее восстанавливать. Сейчас в кабину заглянем, пока мы с этой стороны. Это у нас МТФ-71А, 1990 год у нее выпуска. В следующем году я родился. Так, оп, открыли. Тоже тут инструментик, занавесочки. Вот эта система кондиционирования, которая советского образца, но с ребятами поговорил, она очень эффективная. То есть по сравнению, конечно, с накрышными либо подкапотными кондиционерами, которые сейчас это не встает, но за неимением другого справляется отлично. Ну, у нас что здесь? Частота, порядок, рычаги управления. Здесь мы видим вот этот шланг. И он у нас идет вон туда, где моноциклон, чтобы забирал оттуда воздух. Видимо, по какой-то причине. Или нет, или это с двигателя. У нас, наверное, идет вот сюда тот шланг на фильтр. А там, наверное, идет моник с движка, с мотора, чтобы дышал он чем-то почище. А здесь у нас противовес. Он, по-моему, наполнялся песком, если мне память не изменяет. Сейчас сходим посмотрим. Да, здесь у нас моник с движка выведен вот туда, повыше, чтобы поменьше пыли, грязи и прочей дичи летело. Так, пойдем посмотрим, что у нас тут. Да, здесь песок. Да, я помню, для того, чтобы перевозить, то есть транспортировать данное оборудование, не отсоединять там бетонные блоки. Здесь песок высыпал, вытащил этот таз и все. Потом на место приехал, на другой песка засыпал. Вот такая вот красотень. Масштаб, конечно, впечатляет. Блин, вот делали раньше технику и оборудование очень такое узконаправленное по добыче торфа. Молодцы ребята, что все это находят, восстанавливают и применяют. То есть это такой, грубо говоря, у нас тут музей под открытым небом. Еще до кучи и вся техника в работе. Здесь у нас мотор, да, тоже с пускачом. Ну и дальше пошла трансмиссия. Привод у нее идет уже механический на гусенице. Молодцы, хорошо восстановили. Я говорю, помню, несколько лет назад просто вот очень много некомплектных деталей было. Молодцы. Ребятам ставим 5. Так, здесь у нас что-то, что давно уже не используется, судя по ржавчине и прицепному. Ну, это похоже на профилировщик. Но у ребят есть новый финский Мэрипит. Я вам его тоже покажу. Здесь у нас с лопаточками. Кстати, прошу прощения, это не профилировщик, а фрез-барабан. МТП-22А. Давайте посмотрим год выпуска. 1980. В принципе, при наличии сварки, болгарки, рук, всего прочего, штука работает. Так, далее интересно у нас тут экземпляр. Это финский, ребята тоже нашли. Как говорят, финский фрез-барабан. Требует внимания. Надо с ним что-то поделать. Но, тем не менее, где-то нарыли, привезли на базу и в дальнейшем будут эксплуатировать. Видно, что его, конечно, повело немножко. Но мне Дима сказал, что здесь вот эти вот все надо снимать, смотреть, обслуживать по ширине захвата. Сейчас скажу. Посчитаю тоже. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 метров. 10, но, думаю, 9-метровый. Здесь видно немножко увело вот эту часть. Дырочки для смазки, узлы подшипников. Будут ремонтировать, восстановят и вперед из песни. Я так предполагаю, что он не сильно старый. С ним уже, конечно, что-то делали. Но резинка-то уже Nokian. Made in Finland. Сейчас посмотрим, какие там баллоны. Гидравлические шланги отсоединены. Ну, тут надо приложить руку и внимание. Пойдемте дальше. Здесь у нас так называемые коробки. Это сборщики торфа. ДТшки цепляются и как пылесос едет и собирает верхний слой торфа, который сухой, а потом выгружается. Так, здесь у нас уже что-то похожее на кладбище техники.
Но, возможно, это еще все эксплуатируется. Это у нас шнековая такая штуковина. Ее задача, я так полагаю, сдвигать в бок что-то. И здесь подавать и выгружать. Но, возможно, это уже в разборе. Потому что, если мне память не изменяет, то она у ребят работала какое-то время. Такая история. Здесь у нас привод. Так, тут что? Треугольник валяется и каток. 3 катка. Часть чего-то, элемент чего-то, чего сказать не могу. Спрошу, может, у Димы, он мне подскажет. Ну, видим, что какая-то рама сверху тут ставилась. Это вот штука интересная. Ребята ее пользуют. Это для работы ниже уровня земли, прицепной, с такими вот дисками, как, наверное, фреза почвенная, или фрез-ротоватор, возможно, вот что-то такое. Производителя я не помню. А, вот нашел. Тоже советская. МТП 44А. 88 год выпуска. Да, заглубляется и за счет дисков вот этих измельчает то, что в земле. Катком регулируется само заглубление. Редуктора, жесткий привод через муфту. Обгонное что-то, наверное, либо в редукторе. Но, скорее всего, в редукторе. Может быть, в боковом редукторе. С одной стороны только. Тоже советское оборудование. Здесь у нас вот такая вот фронтальная часть. Такая вещь. Дальше. Это у нас канавокопатель. Если я все правильно понимаю. Цепляется он тоже за ДТшку. Эта часть у нас опускается в канаву. И чистить каналы для воды. Ну вот подобное. Это только широковат. Они должны быть уже. У ребят просто сбор воды здесь идет. Это чистить каналы. Вращается шнек и выкидывает весь мусор и увлажняет торф и выкидывает оттуда. Водичку, мусор полностью не изучал. Не могу сказать, но то, что это вещь для чистки каналов, это 100%. Так, дальше мы видим тоже вот такой подборщик прицепной. Ну, принцип простой у него работает. Цепляется гидроцилиндр. Вот эти штуки у нас из земли выковыривают всякую гадость. Есть упор. Ну и они на цепях, на больших подпрыгивают. Да, подсказывайте, что за машина, если кто-то знает. Выглядит потрясающе. Шильдиков и марок на машине я никаких не нашел. По словам клиента, машина служит для сгребания пней в волок. Представляет собой такой огромный ротор с клыками. Здесь у нас металлический направляющий каток, колесо. Работает в паре с трактором DT75. Какая красота. К вопросу о пнях, мусоре, который появляется и мешает добывать торф. То вот сколько уже накоплено этого всего. Вот, вон. Очень много. Очень много. Это все в земле. Собственно, вот подборщик, который 3 в 1, который и заглубляется, и очищает, и выбрасывает. Он для этого и нужен, чтобы ускорить и облегчить процесс. Один оператор, один трактор. И выполняется сразу несколько задач, чем все это делать в несколько этапов. Здесь все происходит за раз. Из современного оборудования у ребят фрез-барабан. Финской компании Suakone. MyRepeat. Если у вас есть необходимость, данное оборудование вы можете приобрести в нашей компании. Это у нас с 20-кой работает, с 2022. И также профилировщик. Также компании Suakone, MyRepeat. Он у нас, по-моему, PM9. 9-метровый. 9-метровый PM9. Козыречек тут специальный. Тут не просто так. С одной стороны он есть, с другой стороны его нет. Тоже ждет своего часа, чтобы приступить к работе. Если будет необходимо вам оборудование для добычи торфа, обращайтесь по контактам в описании. Все подберем, привезем и установим на вашу технику. Ну, здесь у нас коробки. Торф у нас пока сырой. Собирать его нельзя. В ожидании у нас торфосборщики, комбайны, МТФ-ки. У заказчика их несколько штук. Ждут начала сезона. Все машины на гусеничном ходу. Иначе просто они не смогут передвигаться по торфяникам. Таскают их трактора DT75. Всего их в хозяйстве порядка 15 единиц. Такая красота. Ну, а тут у нас то, что пригодится. И из чего можно что-то сделать. Что-то тут снял, там болт что-нибудь отрезал. Это вот ремзона. Здесь сварка, газовая резка и прочее. Ну и в общем это все у нас запасные части. Централизованно, надежно хранятся и охраняются собакой. Так что тут все надежно. Так, ну это у нас территория. В принципе, основную часть машин, которые находятся на базе, я вам показал.
Сейчас будем выдвигаться в сторону техники, которая находится в работе. Реально, у ребят музей тут под открытым небом. Очень интересно находиться. Все на обед ушли, правда. Никто мне не расскажет, что, куда, зачем. Сами разберемся. Потом помощь попросим. Так, ну все, друзья. К ДТшкам, к нашим любимым подошли. Их тут очень много. Их покупают прям партиями. Может быть, там 1, 2, 5, 10. Покупают, восстанавливают и пускают в работу. Какие-то просто на детали. Тоже, поскольку тракторов много, потребность в деталях всегда есть, надо иметь резерв. Вот они ДТшечки с прицепчиками. На этом, кстати, тоже написано перед запуском двигателя выключи передачу на студентов трактора. Вот они, красавчики. Вот затесал сам кадорчик маленький в ДТшную тусовку. А чё бы нет, Кругом ДТхи. Ну и КамАЗ. Ля моща. 3 моста, клиренс, ай да ну, борта во 2 ряда, ну, КамАЗик мощный. Такой вот. Ну вот, собственно, мы круг почета сделали. Давайте перемещаться к технике, которая у нас находится в работе. О, прибежал местный охранник. Хочет играть. Хорошая псина. Гайка, иди сюда. Хорошая собака. Не будьте люди жестокими, не выкидывайте собак, пожалуйста. Потому что ребята нам сказали, что нашли ее в лесу, подобрали, забрали себе. Она у них тут охраняет, они ее кормят, любят. Не будьте жестокими по отношению к животным, они заслуживают наше внимание, нашу любовь. Тихо, не кусайся, балда. Так, ребята, вот у нас профилировщик в работе. Я вам его показывал в стоячем положении. У него красуется единица. Первый номер. Первый номер может быть неспроста, так как данная техника работает, выполняет черновую работу. То есть сейчас ребята убирают мусор весь с поля. И формируют карту, чтобы было под уклоном поля и наклоном, и вся вода стекала в канавы. Здесь вот мы видим как раз таки большие бревна и весь вот этот вот мусор. То есть он сейчас выполняет двойную задачу. Сейчас я пойду. Сейчас выполняется двойная задача. Сгребание, убирание вот этого мусора после мульчера, древесной вот этой растительности. Она, конечно, тут забивается, но ничего. Потом это соберет караван и формируется карта поля. Формируется уклон карты в нужную сторону. С этой стороны у нас получается уклон будет от нас, и там канава. С этой стороны уклон будет в эту сторону, и вот канава. Ребята канавы прочищают экскаватором, то есть они это все сделают. И вода у нас будет уходить, убегать, скатываться на 2 стороны. Все, ДТшка тянет. ДТшка также первый номер. Подзабилась древесина, приходится ее вынимать руками.
вот, ребята, техника из СССР. Трудится, работает. Уже на второй заход пошел, а так они целыми днями чистят, так как объем очень большой. Здесь порядка 33 гектар. Вот мы с Димой поговорили. Туда конца края не видно. Там вот, если внимательно кто-то присмотрится, может увидеть экскаватор. И туда столько же, там трактор вдали, он красный ездит. Все, и это все новые торфяные карты, они разрабатываются. И разрабатываются не чем-то, а ДТшечками. И вот такой результат. Уклон карты в сторону канавы. Красота. Так, дорогие друзья, ну что, вот и заканчивается наша экскурсия по музею под открытым небом. Сегодня замечательная погода. Всем спасибо за внимание и за просмотр. Если вы еще не подписаны на наши другие социальные сети, переходите по ссылочке в описании. Там будет наш Telegram, Дзен, YouTube, ВК и все площадки, на которых мы представлены. Всем большое спасибо за внимание. Всем крепко жмем руку. До новых встреч на нашем канале. Всем огромной удачи. Пока-пока.